Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Прежде чем перейдем к потере, надо разобраться, что у них там происходит. Прежде всего, по сей день продолжаются бои в Курской Народной Республике. Вот то, что брехло Герасим своему этому верховному мума-командующему докладывал, что они захватили, мол, всю Курскую Народную Республику, оказалось ложью и выдаваемое желаемым за действительное. Соврал и глазом не моргнул. Вот, и Пуйло сейчас там, конечно, немножко в шоке, потому что его просто-напросто в очередной раз обманули. Была куча бавовен сегодня, бавовен. Я о них рассказывал. Также интересный случай произошел в Олежках. Дело в том, что вчера рашисты во всю глотку Олежки, это напротив Херсонова, бывшее название Цурупинска, до этого он был тоже Олежками, да. Временно оккупированный путинскими бандитами город, значит, на рынке там, как обычно, идет торговля и так далее, но путинские бандиты говорили, что вчера, мол, ЗСУ ударили по гражданам, и 7 человек убили и так далее. Я думаю, это что-то здесь не то, что-то здесь подванивает в этой информации. Сегодня уже появилось видео с дрона. Значит, там несколько путинских наемников, оккупантов пошли на рынок, видимо, порекетировать, я не знаю, помародерить. Ну, а чем они еще могут там заниматься? Вот. И стояли отдельно они от людей, за углом, как бы, видео внизу в описании к данному ролику можете посмотреть. Они стояли отдельно от всех, кучкой такой, видимо, делились награбленным, может, там, знаете, как эти воры обычно делают. Делили там то где, то тебе, ну как, после рэкета, да. Вот. И дрон их заметил, и, собственно говоря, прямо по ним туда и прилетело. То ли другой дрон, то ли небольшая ракета была с дрона запущена, что-то типа этого. Вот. И отработали всю эту группу оккупантов. Никаких гражданских там, конечно же, не было, все законная военная цель. Но вот видите, рашисты их вчера пытались выдать за гражданских, а сегодня уже, как говорится, все стало на свои места, все, как говорится, предельно ясно стало. Да, ну и давайте по потерям. За вчерашний день 1110 вооруженных путинских федерастов, которые пришли в Украину убивать женщин и детей, больше этого сделать не смогут. И при общем количестве 954 300, нормально так. Ну и вчера накноцкали хорошо танков. 9 штук уничтожено у путинастов. При общем количестве 10 741. Также было разбито 5 бронемашин различных типов. Да, всего общим итогом с начала российско-фашистского вторжения 22 369. Да. То есть мы видим опять, что ну, явно не совпадает количество, не коррелируется, точнее, количество разбитой бронетехники и количество уконтрапупленного лишнего состава. Лишний состав никому не жаль. Их просто, как говорится, утилизируют, да и все. В бесполезных штурмах уже интернет просто взрывается, полон видео вот с этих вот бесконечных мясных штурмов. Уже над ними смеется весь земной шар. В частности, по-моему, Forbes посчитал, что при таком темпе наступления, значит, Россия захватит Украину приблизительно к 2256 году, по-моему, так, да, и положит при этом 101 миллион человек. Да, это при всем при том, что общее население России на сегодня по разным оценкам от 60 где-то до 90 миллионов человек, ну, может быть, до 100. Вот где-то в этих пределах оно варьируется, вот это как бы знают, но им нужно 101 миллион солдат положить, чтобы захватить Украину при тех темпах, которые они показывают как раз сегодня. Ну, как говорится, сатана вам в помощь. Тут же, ребята, оказалось еще одно. Оказывается, они же не только на фуражку и китель Гитлера молятся, оказывается, еще и челюсть Гитлера у них там находится. Да, вчера ФСБ показывал, я так забыл что-то вам сказать. Вот, они показали челюсть Гитлера, бла-бла-бла, ко-ко-ко, как говорится. А я себе сразу говорю, стоп, так это же, небось, тоже из храма сатаны, из этого черного взяли. И вот, как говорится, теперь они, видите, у них, Боже любит Троицу, у них теперь есть 3 вещи для поклонения. Это челюсть Гитлера, фуражка Гитлера и китель Гитлера. Я себе представляю, как Путин там скачет вокруг них вместе с Гундяем. Вот, трясут задами, как говорится, и
и молятся на это все дело. Конечно, отвратительное зрелище, но с другой стороны хотелось бы посмотреть на это все, да. 50 артиллерийских систем за сутки, всего 27 186. Нормально. И 4 средства ПВО, ребята. Я неоднократно выкладывал уже видео, еще раз, наверное, выложу видео того, как наши уничтожают российские средства ПВО. Просто, конечно, ну, гай шумит, как это все там в Крыму особенно отрабатывается, просто невероятно красиво, и там больше, чем 4. Ну, вот здесь стоит. Ну, видимо, это за разные дни, поэтому вот за вчера. Еще раз говорю, когда разбивается средство ПВО, это сразу, во-первых, там цены ж там идут от 15 миллионов долларов до бесконечности вверх, да? Но это дело даже не в цене, оно дорогое, но Путин ставит своих холопов без штанов, но будет новое делать. Не из чего новое делать, тяжело новое делать, долго новое делать. Качество не то. 138 беспилотников, друзья, за вчерашний день. Но мы уже привыкли, что они кошмарят наши тылы, они кошмарят местное мирное население, в то время как наши лупят по путинским бандитам, именно по вооруженным, да, ну, это разница в этом, как говорится, разница подходов, да, всего 34 539, ну, и 132 единицы автотехники, тут такое, они на ней в атаку ходят, я уже 1000 раз за это говорил, они на ней в атаку ходят, они на ней пытаются какие-то там перевозки делать, но все это горит, все это взрывается, вот, и никаких шансов у путинастов, конечно же, нет.